Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мы уже вам показали, как мы посадили огурчики. И после посадки мы использовали фитоспорин М-пасту. Вместе с агаром развели, и каждому растению мы определенное количество налили. Я сделаю сноску под видео, и вы увидите этот полив. Что мы этим добились? Мы добились этим, что мы поселили живые микроорганизмы в почву, которые работают с грибковыми с грибками заболеваний различными. Почвенный или что-то с воздуха зашло в теплицу и прилетело. В любом случае мы вот часть убрали именно в районе, где само растение. Ну а сегодня пришло время, уже 3 дня прошло, нам нужно поливать огурчики. Ну а для того, чтобы полить, я использую специальный эликсир здоровья. И сразу хочу сказать, что я несколько лет назад стала проводить различные эксперименты, соединяя молоко с различными аптечными препаратами. И оказалось, что не все так хорошо и не все так благополучно, как кто-то. Я тоже интересовалась информацией и стала проверять. И оказалось, что вот этот препарат с молоком, в принципе, с молоком лучше не использовать для корней, для корневой подкормки. Но давайте я вам сейчас объясню и покажу, как я и что делаю, и почему именно такой эликсир здоровья для огурчиков я делаю, и сколько раз я делаю за время вегетации. Что мне нужно сегодня? Я уже приготовила, йод нам не понадобится, объясню чуть позже. Вот что у нас есть. У нас есть вода, 10 литров воды, просто это удобно на 10 литрах воды показывать. Есть молоко цельное, вот это молоко цельное я покупаю на рынке, его очень выгодно сейчас покупать, оно дешевое. Вот, и вот это молоко, так, отложим баночку с йодом, чтобы было удобно. Мне нужно на 10 литров воды 250-300 миллилитров молока цельного. Если обезжиренное, тоже подходит. Вот так, 250 миллилитров молочка добавляю в ведро. Так, это пока оставляем в стороне. Вот. И перемешиваю. Очень хорошо перемешиваю. Что я создаю? Вот это и есть эликсир здоровья. Настоящий эликсир здоровья. Потому что в состав молока входят и микро, и макроэлементы, и здесь есть кальций, магний, калий, натрий, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, кстати, здесь есть в растворимой легкой форме. Это, кстати, далее подсказка такая важная, что нужно, почему сюда нельзя йод использовать. Молибден, фтор, алюминий и почти что вся таблица Менделеева, в том числе фосфор, хлор и сера. А также здесь соли, фосфаты, цитраты и хлориды. Но вот самый важный элемент вот здесь, кальций, он наиболее важный в молоке. Он легко усваивается и сбалансирован с фосфором. Я вот использую не только для огурцов. Вообще первая подкормка у меня для всех овощных растений. И особенно, помните, кальция у нас всегда не хватает томатам. Вот потом я использую еще раз в месяц вот этот раствор, полив. Видите, уже почти готово у нас вот это чудодейственное вещество, которое называется эликсир здоровья для растений. Так вот, здесь же есть и фосфор, который содержится в минеральной и органической формах, вот здесь в молоке. Здесь есть химические соединения, способные легко окисляться и восстанавливаться. И еще витамин С, витамин Е, витамин В, аминокислоты различные, кислород и ферменты. И вот это все в эликсире есть. Теперь что я делаю? Я размешала очень хорошо, теплая вода должна быть обязательно. И беру на каждое растение по 2 литра в начале. И очень важное правило, сейчас я покажу правило, как я использую его для того, чтобы полить. Очень важное правило, смотрите, само растение. Так вот сейчас вот эту бутылочку мы оставим. Так, правильный полив. Вот смотрите, если я буду поливать только под само растение, у нас получится, что вот только эти корешочки смогут питаться вот этим важным эликсиром здоровья. Поэтому немножко под
корень, основная масса полива идет вокруг самого растения. Почему я так делаю? Вот еще 1 литра. 2-3 литра можно. Ну, в начальной стадии 2 литра поливаю. Почему? Потому что вот чем дальше я вот это делаю радиус, смотрите, вот здесь поступили вот эти все прекрасные макроэлементы, легко усваиваются в легкой форме. И корешки будут двигаться, они тянутся буквально. Я наблюдала, как это все происходит в экспериментах. Они просто тянутся вот сюда, и наращивается мощная корневая система. Вот что дает этот эликсир. Эликсир, вот смотрите, мы их высадили только недавно, и вот уже сегодня у нас знак рыбы, 16 уже мая, и вот они поднялись, уже наросли, благодаря тому, что там живая микрофлора. И если мы вдруг начнем использовать йод, это сильнейший антисептик сплошного действия. Если мы добавим молоко и сюда же вот это молоко разольем, то мы уничтожим всю микрофлору. Мы, получается, сюда добавляли в начале пасту фитоспорин М, живые помощники наши. Сейчас в молоке тоже очень много ценного, и в том же числе различные молочно-кислые бактерии. И вот если йод добавить, и получится, что мы нейтрализуем все то, что мы и в финансовом вопросе вот это использовали, и все остальное живое тоже, потому что это антисептик, и это делать нельзя. Я поливаю 1 раз в месяц. У меня поливы всегда связаны вот с молоком. Тоже часто нельзя, потому что разленится растение. Здесь есть и азот в молоке. Ну, естественно, очень легко все это добывается, но вначале нужно вот разбить эту корневую систему, а затем обычно я вот этот растворчик делаю раз в месяц. И для огурцов, после того у нас есть видео, мы формируем огурцы в 1 стволик. И когда вот снова опускаем вот этот ствол растения, обязательно вот этот, после опускания обрезки листьев, обязательно вот этим раствором. То это получается где-то раз в месяц, раз в 3 недели. Все зависит от того, как быстро поднимается растение. И вот этот раствор эликсира здоровья мы готовим и поливаем огурцы. В данном случае сейчас речь идет об огурцах. Итак, мы сегодня рассказали вам о важном агроприеме, о поливе. Поливе с помощью молока. Это эликсир здоровья. Не просто молоком поливать, а вот 250-300 мл можно использовать молока на 10 литров воды. Свежее молоко. Не используйте, пожалуйста, кислое. Еще вот у меня уже несколько таких сообщений о том, что рассказывают, что посадили свои растения, насыпали туда древесные золы и еще полили кислым молоком. Вы представляете, какую вы реакцию сделали? Сода, это древесная зола, и кислое молоко. Что там происходит для корней? Будут ли они расти, эти растения? Так что просто будьте внимательны. Думайте, молоко дает жизнь всем. И деткам, и взрослым людям, и, естественно, деткам и животным, и деткам и человеческим. И дает молоко жизни и растениям. Но нужно его использовать очень умно. Не используйте, пожалуйста, аптечные препараты в сочетании вот с этим прекрасным продуктом. С вами были Раиса Горяченко и Александр Волик. Прощаемся с вами на этой позитивной ноте. Всего вам самого доброго. Наше время пришло, вечер, поливать огурчики. Очень хороший период сейчас стихия воды. Растения очень хорошо впитывают и воду, и с водой питательные органические вещества. И очень хорошо вот эти операции проводить именно в это время. Ну что ж, мы прощаемся с вами до следующего видео. Пока-пока!